Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы вместе с вами подробно разберем, что изменится в текущих регулярных расходах в Германии и каким новым ценовым изменениям каждому из вас нужно готовиться, чтобы не столкнуться с дополнительными тратами на повседневных покупках и поездках. Но сначала важная тема для миллионов автомобилистов. Немецкий автомобильный клуб ADAC официально подтвердил, что государственная скидка на топливо полностью прекратит свое действие 30 июня. Мы с вами посчитаем, насколько может измениться стоимость литра бензина после отмены льготы, кто же сильнее всего почувствует это во время сезона отпусков и как заправлять бак дешевле. Во второй части выпуска вас ждет подробный разбор дорожных ловушек. Мы с вами вместе раскроем малоизвестные недоразумения с цветными знаками населенных пунктов, из-за которых водители в Германии регулярно допускают ошибки. А под занавес, друзья, полезный лайфхак у банкоматов. Вы узнаете, какая именно красная кнопка на терминале способна защитить ваши деньги в экстренной ситуации. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, многие мои зрители помнят, что правительство Фридриха Мерца буквально с 1 мая 2026 года в Германии временно снизило налог на топливо, чтобы соответственно сдержать высокие цены. Эта мера действительно позволила временно удержать стоимость горючего, сделав бензин и дизель дешевле примерно на 17 центов на литре. Однако эта программа, на которую государство направило, напомню, около 1 миллиарда 600 миллионов евро бюджетных средств, кстати, полностью завершается в ночь на 30 июня. Отмена льготы приходится как раз на начало летнего сезона отпусков, поэтому, друзья, уже с июля многие из вас, автомобилисты, могут вновь столкнуться с более высокими расходами на заправках. Посмотрите на это наглядное сравнение ситуации, которая показывает, к каким уровням цен рынок может приблизиться после завершения действия этой льготы. В апреле текущего года, напомню, до введения налоговой скидки стоимость литра бензина E10 поднималась до отметки 2,11 евро, а дизельное топливо достигало уровня 2,27 евро. Но благодаря временной поддержке по официальным отчетам ADAC на 10 июня ценники удалось удержать на более низких значениях, то есть дизель опустился до 1,85 евро, а бензин находился на уровне 1,87 евро за 1 литр. Но уже через буквально несколько недель ситуация на рынке может вновь, друзья, измениться. Давайте детально разберем, каким же образом отмена льготы отразится на ценах для покупателей, то есть нас с вами, и что ждет водителей дальше. Окончание действия налоговых льгот в полночь, как я сказал, 30 июня приведет к тому, что ценники на стеллах АЗС увеличатся примерно на эти 17 центов за каждый литр. Посмотрите на чистую математику расходов для вашего семейного бюджета. Берем для стандартного легкового автомобиля с объемом бака в 50 литров абсолютно каждая заправка до полного состояния может обходиться примерно на 8,5 евро дороже. Эксперты клуба ADAC открыто заявляют, что точной траектории изменения цен по дням сейчас нет ни у кого абсолютно, но итоговое увеличение стоимости горючего может оказаться весьма ощутимым для наших с вами кошельков. При этом автомобильный клуб выступил с критическими замечаниями в адрес руководства ведущих нефтяных концернов. Представители организации подчеркивают, что текущая стоимость бензина в Германии, по их мнению, остается все равно высокой. За последние недели, друзья, я напомню, на мировых биржах сырая нефть марки Brent довольно-таки существенно подешевела со 110 до 91 доллара за баррель. Однако на немецких колонках, вы сами видите, этот тренд оказался выражен намного слабее. Но после завершения действия скидки ситуация может развиваться вообще иначе, то есть дополнительная налоговая нагрузка, как ожидается, будет достаточно быстро отражена в розничных ценах. Поэтому потребители смогут почувствовать последствия завершения государственной поддержки непосредственно во время очередных заправок. Технически этот фискальный механизм устроен следующим образом.
Повышенный налог начисляется государством именно в тот момент, когда цистерна, напомню, с топливом покидает нефтебазу. Соответственно, каждая новая партия горючего, поступающая на АЗС с 1 июля уже на стадии закупки, будет обходиться оператором дороже. Теоретически, те запасы бензина, которые прямо сейчас, например, находятся в подземных резервуарах станций, могли бы некоторое время продаваться по прежней цене. Однако, друзья, на самом деле эти объемы быстро смешиваются с новыми поставками, понимаете? Крупные брендовые заправочные сети, скорее всего, будут ориентироваться именно на общую ситуацию рынка, а независимые небольшие АЗС станут подстраиваться под текущую конъюнктуру. То есть, если вы, друзья, все-таки планируете летнее путешествие на автомобиле в южном направлении, помните о вполне законной возможности сэкономить. Заправка в Австрии нередко обходится намного дешевле, чем на территории Германии, особенно в районах недалеко от границы, где автомобилистам часто доступны более выгодные предложения. Поэтому, если ваш летний маршрут пролегает через знаменитый Альпийский перевал Бреннер, то ценовое сравнение соседних стран быстро покажет разницу для абсолютно любого автомобилиста. Например, на заправках Италии горючее обойдется вам примерно на 20 центов за литр дороже, чем на австрийской территории. Сегодня это может означать около 10 евро дополнительных расходов при заправке 50-литрового бака. При этом, пока в Германии с 1 июля ожидается изменение цен после завершения действия льготы, в Австрии и Италии ситуация останется менее предсказуемой, поскольку, друзья, местные власти могут сами корректировать собственные меры поддержки и регулирования рынка. Но, чтобы не переплачивать лишние евро на заправках, эксперты клуба АДАЦ рекомендуют придерживаться проверенной стратегии. Один из главных советов по возможности заправиться незадолго до 12 часов дня. Дело в том, что по австрийским правилам АЗС имеют право повышать цены только один раз в сутки, именно в полдень, после чего стоимость топлива зачастую постепенно снижается вплоть до следующего дня. Кроме того, специалисты также рекомендуют по возможности избегать заправочных комплексов, расположенных непосредственно на скоростных автобанах, потому что разница в цене там нередко оказывается намного выше, чем на обычных станциях в населенных пунктах в пригородных районах. Но наиболее разумным решением, друзья, остается использование мобильных приложений для поиска более выгодных цен на топливо в режиме реального времени. Сегодня аналитики также обращают ваше внимание на важную экономическую деталь. Когда водители чаще выбирают более выгодные предложения и сравнивают эти цены, это усиливает, соответственно, правильно, конкуренцию между заправочными сетями. При этом многие экономисты считают временные налоговые скидки спорным на самом деле инструментом поддержки рынка, так как расходы государства, вы понимаете, на подобные программы в дальнейшем так или иначе отображаются именно на бюджете страны и системе государственных финансов. Однако один факт остается здесь очевидным. После завершения действия льготы с 1 июля многие автомобилисты смогут заметить разницу в стоимости каждой заправки. Это так, поскольку прежнее снижение налога перестанет действовать. А вот дальше, друзья, все эти топливные проблемы на европейских границах сменяются запутанной ситуацией для автомобилистов на пригородных трассах Германии, где обычная невнимательность ваша может обернуться неприятными последствиями и дорогостоящими ошибками. На немецких дорогах помимо классических желтых щитов все чаще встречаются другие цветные указатели с названиями населенных пунктов. Скрытая проблема заключается в том, что многие водители просто-напросто не до конца понимают разницу между ними, ошибочно нажимая на газ или наоборот слишком резко снижая скорость, что создает дополнительные риски на дорогах. Каждый обладатель немецких прав с первого дня обучения твердо знает базовое правило. Стандартный ярко-желтый прямоугольный знак 310 официально обозначает административную границу города или деревни. И именно с этой невидимой черты начинается действовать ограничение скорости в 50 км в час.
В свою очередь, на обратной стороне этой вывески при выезде из населенного пункта устанавливается такой перечеркнутый знак 311, который позволяет автомобилисту наоборот увеличить скорость до 100 км в час, если на данном участке отсутствуют другие ограничения. Но на региональных дорогах Германии водители регулярно сталкиваются с дорожными указателями абсолютно совершенно других цветов, которые имеют принципиально иной правовой смысл. Например, многие замечали темно-зеленый информационный щит под номером 385, на котором желтыми буквами указано название района или небольшого поселения. Данный, друзья, графический элемент устанавливается исключительно для топографического ориентирования и обозначает определенную местность за пределами классической городской застройки. Самая важная юридическая тонкость, о которой забывают многие из вас, автолюбители, заключается в том, что в отличие от классического желтого знака, этот зеленый щит сам по себе никак абсолютно не влияет на действующий скоростной режим. Понятно? Посмотрите на практическую сторону этой ситуации. Чтобы не допустить опасной ошибки на дороге и не столкнуться с лишними расходами, если вы движетесь по проселочной трассе с разрешенным лимитом в 100 км в час и видите на обочине зеленый щит, вам не требуется автоматически, друзья, снижать скорость до городских 50 км в час. Одна из самых распространенных ошибок – это резко тормозить, приняв такой указатель за обычную границу населенного пункта. Водители, движущиеся позади, могут просто-напросто не ожидать столь резкого изменения скорости, что способно создать опасную ситуацию на дороге. В результате вместо предполагаемой осторожности можно столкнуться с неприятными последствиями, включая повреждение автомобиля, разбирательство с теми же страховыми компаниями и дополнительные финансовые расходы. Абсолютно аналогичная правовая логика в Германии распространяется и на другие цветные указатели. Под эту категорию попадают белые прямоугольные знаки границ под кодом 313 с черными печатными буквами, а также коричневые туристические щиты 386.1, сообщающие о местах достопримечательностей. Оба этих графических элемента служат исключительно тоже для географического ориентирования путешественников. Они никак не изменяют ранее действующие скоростные ограничения. Если до них разрешенная скорость составляла у вас 100 км в час, то после них этот лимит, друзья, сохраняется, если отсутствуют дополнительные ограничения. То есть в сухом юридическом остатке мы с вами имеем на немецком рынке дорожных правил привычный термин «знак начала города» существует главным образом в повседневной речи. Официальный кодекс разделяет подобный указатель на несколько различных категорий, которые важно знать каждому водителю. Запомните этот список. Классический, как я сказал, желтый щит обозначает начало населенного пункта и вводит ограничения скорости до 50 км в час. Зеленый информационный знак района оставляет действующий лимит без изменений. Белый указатель местности также не влияет на разрешенную скорость движения. Коричневый туристический маркер служит исключительно для навигации и тоже не изменяет действующие скоростные ограничения. И это еще не все. Следующая тема касается повышенных рисков для ваших наличных сбережений при обычном снятии наличных, где даже секундная ваша, друзья, невнимательность у терминала может создать условия, при которых третьи лица получают доступ к вашему банковскому счету. Ну что, разберем ситуацию поподробнее. Все вы знаете, и я вам даже недавно буквально приводил статистику, что традиционные бумажные купюры по-прежнему сохраняют важное значение для жителей Германии, несмотря на развитие бесконтактных платежных систем. Наличные в кошельках для многих остаются единственным резервным вариантом на случай перебоев с электричеством, сбоев тех же кассовых систем, как это уже происходило, вы помните, на немецком рынке в 2022 году, или если отдельные магазины принципиально, да, такое бывает, не принимают оплату картой. Из-за этих рыночных реалий регулярные визиты к уличным банкоматам остаются среди вас обычной бытовой процедурой. Поэтому,
Чтобы снизить риски для своего баланса, финансовые аналитики в интернете рекомендуют соблюдать одну, друзья, важную и простую меру безопасности. Мало кто из клиентов об этом знает, что сразу после того, как устройство выдало вам наличные, рекомендуется, внимание, нажать физическую красную кнопку отмены операции на панели банкомата. Данное ваше действие позволяет корректно завершить текущую электронную сессию и уменьшить вероятность любых несанкционированных попыток доступа. Давайте мы с вами отделим реальные факты от распространенных интернет-мифов, чтобы досконально понять физику этого процесса. Если же вы нажимаете на клавиатуре красную клавишу сброса непосредственно во время проведения операции, что автоматика прерывает эту процедуру, аннулирует запрос и, соответственно, возвращает карту вам, пользователю. Это действительно один из самых надежных и, скажем так, быстрых способов экстренно остановить выдачу купюр, если вы заметили подозрительную ошибку на мониторе или передумали снимать деньги. Но некоторые интернет-советы предлагают нажимать эту кнопку уже после того, как вы получили наличные, и убрали карту, утверждая, что в системе якобы может оставаться активная сессия. Однако в реальных условиях банковской системы Германии подобный сценарий не подтверждается практикой. Нет, друзья. После извлечения карты система корректно сама завершает текущую сессию и, соответственно, закрывает доступ к операции. Официальный представитель немецкой банковской индустрии в ответ на запрос технологического портала пояснили, что программное обеспечение терминалов работает по строгим стандартам безопасности. То есть в банкоматах, например, Sparkasse и других крупных сетей, процесс выстроен в фиксированном порядке. Сначала устройство возвращает карту, и только после этого открывается выдача наличных купюр. Этот алгоритм разработан именно для того, чтобы минимизировать ошибки пользователя и снизить риск потери карты или средств. Если же клиент, например, не забирает карту из слота, устройство может временно удерживать операцию или из соображений безопасности отправить карту обратно в систему свою хранения. Но в некоторых странах порядок выдачи может и отличаться, я это сам неоднократно встречал. В Германии, например, последовательность операций строго стандартизирована на уровне банковских протоколов. Но сегодня в полицейских сводках Германии действительно встречаются реальные ситуации, когда экстренное нажатие красной клавиши отмены может все-таки помочь избежать потери денег прямо у банкомата. Официальные представители банковской индустрии Германии рекомендуют немедленно прерывать операцию, если во время снятия наличных вы чувствуете какую-либо потенциальную угрозу или психологический дискомфорт. Если вы замечаете, что за вашей спиной слишком близко находится посторонний человек, который пытается заглянуть в экран, либо к вам неожиданно обращается с попытками вас отвлечь разговором, в таких случаях лучше сразу, друзья, завершить операцию с помощью кнопки отмены. В этот же протокол безопасности входят и ситуации, когда посторонние лица пытаются активно вмешиваться в процесс работы с банкоматом или предлагают помощь, которая окажется навязчивой и в этот момент даже неуместной. В таких случаях важно сохранять спокойствие и, что правильно, молодцы, завершить операцию. Нажатие кнопки сброса позволяет остановить выдачу наличных до завершения процесса, если вы заметили что-то подозрительное. Помните, друзья, о логике безопасности. Без знания пин-кода сама по себе банковская карта не дает доступа к вашим средствам, и при необходимости ее всегда можно быстро заблокировать через мобильное приложение банка, сохранив контроль над счетом и балансом. Помимо традиционных банковских терминалов и сберегательных касс, на немецком рынке также работают и уличные аппараты сторонних независимых провайдеров. Наверное, вы тоже их видели. Такие устройства часто устанавливаются в залах придорожных кафе, на автозаправочных станциях или на железнодорожных вокзалах. Центральное ведомство кредитной индустрии отмечает, что не всегда, кстати, возможно гарантировать одинаковый уровень внутренних стандартов безопасности на таких частных точках. А в зарубежных, например, поездках условия работы терминала могут даже отличаться. В
В связи с этим юристы рекомендуют сегодня заранее изучать особенности платежей, лимиты и комиссии конкретной страны еще до вашей поездки. Если же у вас возникают сомнения в безопасности уличного терминала, внимание! Простое профилактическое завершение операции с помощью красной кнопки отмены после получения наличных не несет прямого риска и может использоваться как дополнительная мера предосторожности. Запомнили? То есть, пока вы сохраняете внимательность, проверяете картоприемник на наличие накладных устройств, не теряете контроль над кошельком и закрываете клавиатуру при вводе PIN-кода, ваш баланс находится под базовой защитой от большинства распространенных схем мошенничества. На этой важной ноте наш подробный, друзья, аналитический выпуск полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам был полезен сегодняшний разбор отмены топливной скидки АДАЦ, ловушек с цветными дорожными знаками и защиты средств у банкоматов, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и спасибо за просмотр до самого конца.